Hello friends, this is Ina from Speakeasy. Welcome to my channel. Today's video is a book, The Interpreter. We are going to read part 18. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучать английский язык по книге «Переводчица». Сегодня мы познакомимся с новыми словами и прочитаем и переведем всю главу полностью. Я опять не стала делить главу из книги, чтобы не прерывать урок на самом интересном месте и не томить вас долгими ожиданиями. Ссылку на аудиозапись к этой главе я оставлю в описании к этому видео. Кстати, аудиозапись этой части, а также и последующих частей уже давно находится в открытом доступе на моем инстаграм-канале. Чтобы подписаться на мой канал в инстаграм, можно найти меня как Online School Speakeasy. Или вы можете перейти на мой инстаграм-канал по прямой ссылке, которую я оставлю в описании к этому видео. Ну что ж, друзья, переходим к делу и сразу начинаем со слов. Burning – горящий. Sheet – простыня. Sidewalk – тротуар. Sign – знак, признак. Lie, lay, laying – лежать. Blood – кровь. Lie – врать, лгать. Number – большое количество. Rifle – винтовка, ружье. Washcloth – тряпка или мочалка из махровой ткани. Softly – тихо. А теперь переходим к тексту и, как всегда, читаем и переводим по предложениям. Chapter 9. Sylvia's History. 9 глава. История Сильвии. Tobin and Dot drove quickly across town to the burning bus. Тобин и Дот быстро проехали через город к тому месту, где горел автобус. Дословно to the burning bus, к горящему автобусу. The air smelled of smoke and death. В воздухе стоял запах гари и смерти. They saw bodies under sheets. Они увидели тела под простынями. The windows in King's car were broken, and a doctor was helping him. Окна в машине Кинга были выбиты, и врач оказывал ему помощь. Muhammad was sitting on the sidewalk, and Dot walked toward him. Мухаммед сидел на тротуаре, и Дот пошла к нему. There was no sign of Doug. Дословно, не было признака Дага. Можем сказать другими словами. Дага нигде не было видно. Sylvia and the doctor were helping a small child. Сильвия и врач помогали маленькому ребенку. His mother lay unmoving on the ground. Его мать лежала, не двигаясь, на земле. As Sylvia looked up, Tobin saw blood on her face and arms. Когда Сильвия подняла голову, дословно посмотрела вверх, Тобин увидел кровь у нее на лице и на руках. She saw him, then turned back to the child. Она увидела его, потом повернулась обратно к ребенку. An hour later, Tobin took Sylvia home. Спустя час Тобин повез Сильвию домой. For a long time she was silent, then she spoke. Долгое время она молчала, потом заговорила. When I was a child, the driver on the school bus carried a gun. Когда я была ребенком, водитель школьного автобуса возил с собой оружие. It scared me. Это пугало меня. That was 16,000 kilometers away. Now
Это было в 16 тысяч километров отсюда. А сейчас? She shook her head. Она покачала головой. Tobin stopped the car outside her apartment, and they both got out. Тобин остановил машину около дома, где была ее квартира, и они оба вышли. Sylvia turned to him. Сильвия повернулась к нему. Thanks for bringing me home, she said. Спасибо, что привезли меня домой, сказала она. She opened the door to her building. Она открыла дверь в свой подъезд. Why were you on the bus? Тобин asked. Почему вы были в том автобусе? Спросил Тобин. Can we talk later? Sylvia said. Мы можем поговорить позже, сказала Сильвия. No, Тобин replied angrily. Нет, Тобин ответил сердито. I lost a man today. Я потерял человека сегодня. He was very young, only a kid. Он был очень молодым, совсем еще пацан. We are going to talk now. Мы поговорим сейчас. Sylvia tried to close the door, but he stopped her. Сильвия попыталась закрыть дверь, но он помешал ей. Дословно, он остановил ее. He followed up the stairs into her apartment. Он прошел за ней вверх по ступенькам к ее квартире. How do you know Kuman? He asked. Откуда вы знаете Кумана? Спросил он. I don't, Sylvia protested. Я не знаю его, возразила Сильвия. I never met him before. Я никогда не встречала его раньше. You are lying to me again. Вы врете мне опять. I'm not lying. I wanted him to help me. Я не вру. Я хотела, чтобы он помог мне. With what? С чем? Sylvia shook her head. Сильвия покачала головой. I can't tell you. Someone will get hurt. Я не могу сказать вам. Кто-то пострадает. Или это может кому-то навредить. Why did you leave Africa? Тобин shouted. Почему вы уехали из Африки? Закричал Тобин. I told you. Я говорила вам. Why did you come here? Почему вы приехали сюда? Stop shouting at me, Sylvia said. Прекратите на меня кричать, сказала Сильвия. Stop lying to me, Тобин said. Прекратите мне врать, сказал Тобин. I was on a bus that was destroyed. Я была в автобусе, если дальше дословно, который был взорван. Слово destroy чаще всего используется в значении уничтожать, но есть еще и перевод подрывать. I can't think while you are shouting. Я не могу думать, когда вы кричите. She sat down and put her head in her hands. Она села и обхватила голову руками. Тобин took 2 pieces of paper from his jacket pocket and put them in front of Sylvia. Тобин достал 2 листка из кармана своей куртки
и положил их перед Сильвией. There was a list of names on the first piece of paper, the names of people in an African rebel group called the AFP. На первом листке бумаги был список имен. Друзья, это предложение начинается с оборота there was, поэтому мы и переводим его с конца. Если вы еще не знакомы с этой структурой или знали, но забыли, вот подсказка на видео по этой грамматической теме. Продолжаем переводить дальше после запятой. Это были имена людей из африканской повстанческой группировки под названием AFP. Давайте обратим внимание на выражение An African Rebel Group. Каждое из этих слов по отдельности является существительным и отвечает на вопрос «кто» или «что». African – африканец, Rebel – повстанец, Group – группа или группировка. Но в данном предложении эти слова следуют друг за другом. Эта интересная особенность английского языка очень удобная для формирования выражений. Что же в этом случае происходит? Только одно, последнее слово остается существительным, а все слова перед ним превращаются в прилагательные. Вот откуда такой перевод. А еще не надо забывать об артикле. Поскольку слово group находится в единственном числе, оно никак не может быть без артикля. Такое правило. То есть, по идее, это должно было бы быть a group. Но в связи с тем, что перед этим существительным стоит прилагательное, и даже два, а их может быть еще больше, в любом случае артикль не пропадает. Мы его используем перед самым первым прилагательным. Однако обратите внимание, что наше первое прилагательное начинается с гласной, а значит неопределенный артикль принимает форму «n». Переходим теперь к другому предложению. The second piece of paper was a photo that showed Sylvia with a young white man. А второй лист бумаги была фотография, на которой Сильвия была с молодым белым парнем. They were walking down the road in Africa with a number of black rebels, and they were all carrying rifles. Они шли по дороге в Африке с большим количеством темнокожих повстанцев, и, если дословно, они все несли винтовки. Можем сказать, они все были с винтовками. Suddenly the room was very quiet. Вдруг в комнате воцарилась тишина. That isn't me, Sylvia said slowly. Это не я, медленно сказала Сильвия. Yes, it is. Конечно же, это вы. It isn't me now. Если дословно, это не я сейчас. А смысл такой: это не я, кем я являюсь сейчас, или какая я сейчас есть. She stopped for a minute and then continued. Она минуту помолчала, дословно остановилась или прекратила говорить на минуту, и потом продолжила. Thousands of people died in Matobo. Тысячи людей умирали в Матоба. First we protested peacefully, and then we used rifles. Сразу мы устраивали мирные протесты, а потом взялись за оружие. Дословно с начала предложения. Сразу мы протестовали мирно, а потом мы использовали винтовки. We wanted people to listen. Just listen. Мы хотели, чтобы люди услышали, просто услышали. I killed a boy. Я убила парня. He tried to kill me, so I shot him in the head. Он пытался убить меня, поэтому я застрелила его в голову. Then I gave that rifle.
She pointed to the photo to my brother. Потом я отдала эту винтовку, она показала на фотографию, моему брату. I can't do this, I told him. Я не могу этого делать, сказала я ему. But my brother didn't listen. Но мой брат не слушал. Зувани is still here, he said. Зувани до сих пор здесь, сказал он. Our parents are dead, and he is alive. You can't stop. Наши родители мертвы, а он жив. Дословно, ты не можешь остановиться. В том смысле, что ты не можешь прекратить борьбу. He never spoke to me again. Он больше никогда со мной не разговаривал. I write to him, but he doesn't write to me. Я пишу ему, но он не пишет мне. I send him notebooks. I hope he gets them. Я посылаю ему блокноты. Я надеюсь, что он их получает. He doesn't want to know me. Он не хочет знать меня. I lied to you, Sylvia continued, because I was afraid. Я соврала вам, продолжала Сильвия, потому что я боялась. I don't know if my brother is part of this plan. Я не знала, причастен ли мой брат к этому плану. It's possible that he is trying to kill Зувани. Возможно, это он пытается убить Зувани. I don't know. Я не знаю. I lied to everyone to get a job here. Я всем врала, чтобы получить здесь работу. The UN can change Motobo. Он может изменить положение дел в Мотобо. Words are slower and quieter than guns. Слова медленнее и тише, чем орудия. But they are the only way to stop the killing. Но только они являются единственным способом остановить эти убийства. Tobin looked at the photo of young Sylvia carrying her rifle, and then he looked at the woman next to him. Тобин посмотрел на фотографию, где юная Сильвия держит в руках винтовку, а потом он посмотрел на женщину, которая была рядом с ним. He went into the bathroom and found a washcloth. Он пошел в ванную комнату и нашел какую-то тряпку. Неопределенный артикль позволяет нам в переводе использовать выражение «какую-то». То есть этот артикль указывает на то, что это любая, все равно какая тряпка или мочалка. When he came back, he sat next to her. Когда он вернулся, он сел рядом с ней. He carefully washed the blood from her face. Он осторожно вытирал кровь с ее лица. She touched his hand and looked into his eyes. Она коснулась его руки и посмотрела ему в глаза. Slowly she put her head on his shoulder. Медленно она склонилась головой на его плечо. Tobin didn't move for a long time, then he put his arms around her. Тобин не шевелился долгое время, потом он обнял ее. He watched her fall asleep. Он смотрел, как она засыпает. In the Motoban government offices on the other side of town, Lad was watching the news on television.
В офисе правительства Матоба в другой части города Лад смотрел новости по телевизору. A reporter was talking about the bomb on the bus. Репортер рассказывал о бомбе в автобусе. There were two other men in the room, the ambassador's assistant, Matu, and the well-dressed African, Jean Gamba. В комнате были еще двое мужчин, помощник посла Мату и хорошо одетый африканец Жан Гемба. The interpreter was on the bus, Gamba said. Та переводчица была в этом автобусе, сказал Гемба. She was talking to Kuman. Она разговаривала с Куманом. Is she? Lad asked. Да или неужели? Спросил Лад. She got off the bus before the bomb. Она вышла из автобуса перед взрывом. What were they talking about? Lad asked. О чем они разговаривали? Спросил Лад. I don't know, Gamba replied. Я не знаю, ответил Гемба. What did Kuman tell her? Lad asked softly. Что Куман говорил ей? Лад спросил тихо. Ну вот, друзья, мы прочитали с вами полностью еще одну главу, и я прощаюсь с вами до следующего видео. До новых встреч!